Грейсон Мартин не ожидал, что его слепое свидание приведет к воспоминаниям, которые он давно похоронил. Он сидел в уютном кафе на старой улице Портленда, городе, который когда-то покинул, а теперь снова ощущал знакомым, с ароматом мокрых сосен и свежесваренного кофе. Внутри все казалось чужим: неровные стулья, книги на старых полках, деревянные балки, в которых отражались свет и тени. Он решил дать встрече 15 минут, ровно столько, чтобы из вежливости посидеть и уйти. Когда женщина подошла к столу, ее светлые волосы были свободно закручены в пучок, и несколько прядей падали на лицо. Она несла с собой легкую простую сумку. Ее взгляд был мягким, а глаза ясными, как весеннее небо. Грейсон не сразу узнал ее, но что-то в ее спокойной уверенности подталкивало его к вниманию. Она напомнила ему о прошлом, о моменте, когда он однажды оставил свой обед для голодной девочки, прятавшейся за книжными полками городской библиотеки. Он едва помнил этот случай, но она — никогда. Мир вокруг исчезал, когда он наблюдал за ней. Они делили кофе и чай, разговор был легким, почти невесомым, но каждое ее слово цепляло за что-то внутри. Она была библиотекарем и матерью маленькой Лии, которая в 4 года уже обожала балет и книги о динозаврах. Грейсон видел в их доме заботу, которой никогда не было в его собственной семье, и впервые за долгое время ощущал простое человеческое счастье без бизнес-метрик и статусов. Позже вечером Лия заболела. Грейсон мчался через скользкие улицы Портленда, чтобы доставить их в больницу. Он действовал без вопросов, без раздумий, просто помогая и защищая. В ту ночь он сидел рядом с дочкой Тессы, читая ей книгу, пока она спала, и впервые почувствовал, что быть рядом важнее всего. С течением времени он стал частью их жизни. Он поддерживал библиотеку, но не как благотворитель, а как друг, кто помогает тихо и незаметно. Он наблюдал за Лией, как она кружилась в своем розовом балетном платье среди книжных стеллажей, и чувствовал, что возвращается домой не только к городу, но и к себе самому. Грейсон и Тесса научились доверять друг другу. Прошлое больше не было бременем, оно стало связью, которая позволила им строить настоящее. Иногда достаточно одного забытого акта доброты, чтобы изменить всю жизнь. И в тихом свете утреннего Портленда, среди ароматов кофе и звуков шуршащих страниц, они поняли, что вместе могут найти место для счастья. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.